Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Возрадуйтесь, братья и сестры, немножечко, ибо принес я вам благую весть. Сказал бы я, выпусти видео на пару недель раньше, но весть уже не такая уж и благая, потому что инфекция жадности добралась и до продаванов с Авито. Пока большинство популярных лицемеров, которым вы платите деньги, чтобы они поддакивали большинству, кукарекали и скулили о том, как все плохо, у вас, не у них. Ну типа, мы же с вами в одной лодке, парни. Настоящие лидеры атаки остаются с народом и ищут варианты выхода из кризиса, созданного мафиозной хунтой спекулянтов. В силу особенностей логистики, потенциальные покупатели товаров из Китая, живущие в условном Хабаровске или Москве, могут получить их гораздо быстрее, чем покупатели условных регионов Восточной Сибири, как бы близко те ни находились к границе с Китаем. Короче, пару техноканалов уже подпортили мой план по спасению и выпустили видео про переходники под ноутбучную оперативку для использования ее в ПК. Тем не менее, некоторых важных вещей они не проверили, потому что чем отличается настоящий ученый от любителя членов? Первый проверяет все на себе, а второй хайпанул и клал болт на то, как оно ощущается и работает в долгосроке. И так называемые энтузиасты немного позабыли о главном. Переходники под память нам нужны не для установки оверклокерских рекордов, а в принципе для сборки компа, который должен включаться и работать. На данный момент единственным относительно бюджетным вариантом являлся, да еще и является в целом, поиск 8-гигового модуля DDR5, ну или 4. Особенность в том, что 90% покупателей игровых ноутбуков получали ублюдочную комплектацию в виде одного модуля на 8, который, как вы понимаете, был непригоден для игр. Поэтому буквально сразу они выбрасывали комплектный и меняли его на парные по 8, либо на 2 по 16, что тоже не редкость. В итоге наличие бесхозных 8-гиговок на вторичке стало достаточно много. И даже очередной заговор кожаной племянницы с фиктивным дефицитом меньше всего повлиял на них. Нюанс в том, что в случае с 4 памятью имелись даже 2-гиговые, но в основном 4, то есть всегда мог иметься потенциальный покупатель, который захотел бы увеличить объем. В случае же с DDR5 8-гиговый модуль практически никому не нужен, так как изначально уже имелся даже в худшей комплектации. И те, кто хотели докупить второй, сделали это раньше. Сейчас игровые ноуты уже имеют 16 памяти. И 4 слотов в 99% ноутбуков попросту нет, то есть, ну вы поняли, да? Те, кто ломит цену на них, делают это необоснованно. И их реальная стоимость до 2000. Об этом стоит напомнить им. Совсем другая ситуация с модулями на 16 и больше. Цена за них в большинстве случаев уже огромна в связи со значительно более высокой ценностью и редкостью. Итого, что это означает для ПК-дворян, которые попали в ситуацию, которым сейчас нужна сборка в любом случае. Какие-то кризисы и прочая хрень может происходить постоянно. Верно, нужна мать именно на 4 слота, потому что по вышеуказанным причинам шансов найти 2 по 16 за хорошую цену гораздо меньше. Что выяснил один амбал с канала Артем объяснит. Ryzen 8000 серии практически непригодны для подобных экспериментов. И скорее всего система не запустится с 4 модулями из-за инвалидности контроллера памяти. Еще раз акцентирую ваше внимание на том мусоре, который периодически выпускает Doctors.ru. Будьте бдительны, изучайте характеристики и отзывы на любую поделку, выпускаемую ей. Я использую Ryzen 5 7400F и MSI B650S Pro Wi-Fi. Память возьмем от Samsung. 3 модуля по 5200, 1 и 4800. Старт происходит на 3600 МГц DDR5. Как это возможно, хз. В любом случае, для начала нужно взять стандартные 4800. Автоматика спокойно берет их, хорошо, прокатили кратко тестом. Далее берем 5200, да, все ок. 1 час 45 минут с нормальными температурами. А вот дальше либо не может, либо не хочет без выставления всех цифр вручную. Не забываем, что у нас минимум один мусорный модуль на 4800. Мы уже перевыполнили план, однако теперь попробуем повторить на максимальной сложности. Все чипы будут разными, симулировав добычу хрен пойми какой памяти из хрен пойми каких ревизий. Я пошел разбирать систему и сохранять написанный текст. И нет, со стоковых 3600 даже на 4800 памяти ехать отказалась. Возможно, придется усреднять каждый тайминг наугад, чтобы каждому модулю эта цифра понравилась. Если хоть один не сможет, как понимаете, система не поедет. Убрав модуль с микроном и оставив 2 Samsung и 1 Hynix, система также стартовать не захотела на 4800. Ладно, тогда финальный тест. 2 микрона, 2 Samsung, 3 модуля по 8 и 1 из микронов на 16 гигабайт. Старт есть, но спустя время на 4800 вылезло несколько ошибок в тесте памяти. Оказалось, что мать сама не ставит вольтаж. Вероятно, это связано с переходниками. Он остался на 1.1.
Ставим вручную 1.2 и 5200 МГц. Фух, едет тест памяти без косяков. То есть выводы следующие. Переходники, тема рабочая, однако на большее, чем 5200 я бы не рассчитывал. MSI за все время мне задолжали уже 5090 за рекламу, потому что, судя по всему, у некоторых людей память не стартует на тех же частотах, даже с двумя модулями, например, на каких-то сроках. А сбор какой попало памяти тоже ни к чему хорошему не приведет изначально. Либо у вас уйдет не 1 час на поиск решения проблемы с запуском. Поэтому, разумеется, постарайтесь достать модули от одного производителя, в крайнем случае от двух, и расставлять их нужно в одинаковых каналах. Samsung с самсой, микрон с микроном и так далее, с равными частотами. Ну и, пожалуй, все, что хотел сказать. Не поддавайтесь на панику и не покупайте память по 40 и 100 тысяч. Пусть мамкины бизнесмены немножко охладят траханье. Подписывайтесь на канал, здесь все еще говорят правду.